Мы забрались сегодня очень высоко. Никит, как называется это место? Вис? Вис? Называется это место Каменницкий Вис. Вот. В общем, высоко-высоко. Я, конечно, не особо люблю высоту. Уши подзаложила. Есть такое, да? Ну, вообще вид, конечно, шикарный. Вон Мишка баня, вон там вот это здание стоит, вон то, квадратное, это Ага, баня. видно, да. Вон то желтое, это Филипп Моррис, табачная фабрика. Где? А, Вот там посередке? Вот не, там? вон там. Вот там. Вон там плохо видно, вон там. Там аэродром, вот где зеленое поле большое, это Ага, аэродром. ага. Вот он, весь Ниш, как на ладони. Даже больше. Конечно, виды красивые вообще. Птички поют, лес, зелень и горы. Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Всем привет. Я Галина. Снова мы встретились с Алексеем. Вы задавали свои вопросы, и сегодня он постарается на них ответить. Те, кто написал, успел написать. Мы так уже взяли такую, как это, традицию встречаться примерно раз в месяц. И всем, кто заинтересован и, в принципе, интересуется вообще процессом переезда в Сербию, вот, я думаю, что будет достаточно интересно послушать и посмотреть этот ролик, о чем Алексей расскажет и ответит на вопросы. А, Я предлагаю сегодня сделать как бы видео в таком духе, что вот с нуля, скажем, переезд с нуля. То есть для людей, которые, возможно, хотят переехать, но даже вообще ничего не знают, как бы с самого начала. С чего человеку начать? Вот он сидит дома в России, к примеру, и думает, вот неплохо бы переехать в Сербию. О чем нужно человеку сразу подумать? Вопрос достаточно емкий и даже не знаю, наверное, у этого вопроса много начал. Вот не одно начало, да, с самого начала начать. Ну, давайте попробуем. Цель переезда. Вы поймите, что какая цель у вас для переезда, что вы хотите. Это первое. Потом второй важный вопрос, да, и, наверное, самый важный вопрос, на что вы будете жить. То есть здесь важно понять, то есть если у вас пенсия, как бы одна история. Если у вас какие-то накопления, это вторая история. Если у вас вы надеетесь найти работу, это третья история. Если вы бизнесмен, предприниматель, это четвертая история. Вот, и надо как бы начать, наверное, с оценки своих возможностей, что вы хотите, потому что как бы, ну, достаточно распространенная история. Люди приезжают с какой-то подушкой безопасности финансовой, и как-то она у них есть, потом она как-то заканчивается, и люди как-то уезжают. Тихо, мирно еще. Либо меняют место, либо уезжают восвоясь. Здесь, м, если вы хотите, например, если у вас есть как бы заработок, к которому не привязан, да, к своему физическому нахождению, то это как бы самый простой, самый легкий, самый такой вообще не зависящий ни ничего вариант. То есть вы можете вообще где угодно жить. Просто переезжаете, находите жилье, либо снимаете, либо покупаете, оформляете документы. Благо сейчас нам, нашим соотечественникам Сербия как позволяет, и живете. Вот, если вы как бы надеетесь, что вы здесь найдете работу, нужно как-то заранее на эту тему подумать. Здесь же, опять же, вариантов тоже и не один, и не два, и не три, потому что кто-то там молодой айтишник, да, кто-то там, не знаю, доктор, кто-то там
уже человек, который там физически как-то работал там на каких-то заводах, фабриках, кто-то работал менеджером, кто-то бухгалтером. Надо просто как бы понять, пообщаться в соответствующих группах, пообщаться с народом, как бы понять, да, насколько, вы сможете себя здесь найти. Найти можно себя, вот, но сложно, но можно. Конечно, легче всего это, конечно, молодые люди, айтишники, всякие разработчики, которые там, кто-то на удаленке может работать, кто-то физически, вот, со знанием английского языка. Все остальные, кто там, например, знаю случаи, доктора устраиваются здесь. Для этого, конечно же, нужно ностификация, по-моему, называется Мгм. слово, да, Подтверждение. Мгм. подтверждение диплома, ну и, конечно же, язык. Если вы как бы собираетесь, вы не айтишник, там не молодой, который там имеет удаленную работу, в первую очередь надо подумать о языке. То есть, язык, можно учить как самостоятельно. Есть различные репетиторы, которые онлайн преподают. И я думаю, что если задастся с целью, то есть при сегодняшних возможностях интернета это несложно. Ну, несложно найти, как учить и где учить. А дальше все зависит от каждого человека. Кому-то легко дается, кому-то лень, кому-то еще что-то. Вот, значит, найти себя, второй как бы язык, да. Ну и когда вы, собираетесь, нужно понять, да, если вы там едете, например, просто с душой и с рюкзаком, это опять же одна история, да. А вот если вы как бы собираетесь там, что-то распродавать, какое-то имущество, или у вас есть накопление, там в России, да, то нужно подумать, каким образом законным и легальным это перевести. Потому что там, ну, и в чемодане-то особо не привезешь, там в кармане или еще где-то. И не нужно этого делать, нужно как бы в рамках закона всегда, как бы действовать. Вы имеете в виду то, Ну, что перевод вот этот, да, сейчас, что не так просто через банк или как? ну да, сейчас Мгм. сейчас не так просто через банк. Если мы там говорим о сумме там до там 80 000 евро, это как бы все просто Мгм. в карман положил и поехал. Там На нужно человека, да? на человека, но там нужно смотреть законодательство, его видоизменяют, меняют и сумму меняют. Но последняя информация была, что до 10 000 евро, например, можно официально вывезти из России, например. То есть все равно вы как бы вам по-любому проходить через российскую границу, и нужно действовать в соответствии с законодательством России. Нужно узнать там законодательство по этим вещам, какое действует на данный момент в Сербии, чтобы там, ну, это можно сделать в интернете, почитать. Сейчас яишки многие, много что дают, но яишка такая тоже история, Да, иногда ошибаются. иногда ошибается, иногда очень убедительно ошибается. Мгм. Вот лучше, конечно, все-таки пользоваться официальными, ну и с людьми общаться. Сейчас полно в мессенджерах различных групп, то есть люди общаются, информацию как бы найти можно. Мгм. Вот. Ну, даже так сходу просто это настолько, да, объемный вопрос, что его можно там разделять на части, да. Если вы так хотите, если вы так хотите. С чего я начал? Вот начните с того, что, значит, это первое, вы должны, понять, а что вы будете делать, на что вы будете жить, вот, как быстро вы выучите язык. Ну, остальное все, наверно, основные вещи, остальное все может как приложиться. Уже как бы более технические вопросы. Да, то есть мне кажется, что, конечно, безрассудство переезжать вообще без какой-либо подушки финансовой, потому что, ну, практически тем более, если у вас нет удаленной работы, то, наверное, это прям, ну, безрассудство, я так считаю. Все таки должно быть что-то за душой, чтобы вот так вот переехать, потому что с работой мы вот уже почти год здесь живем, и до сих пор сын у меня не нашел работу. Я особо тоже не искала прям вот, чтобы устроиться на работу. Я там пытаюсь зарабатывать, продажей своих картин, так как я рисую. Вот. Но сын ищет по своей специальности. Ему пока уже почти год не удается, это сделать, поэтому достаточно сложно все это. И я вот не представляю, если бы у нас не было чего-то за душой, скажем так, то как здесь жить? Поэтому это очень важный вопрос. Я считаю, что надо прям вот заранее, да, все это Это заранее, я предполагать. я думаю, что в теории, конечно же, это не совсем там, многие скажут там: "Ты сам-то типа пробовал", но почему бы нет? Например, если есть какая-то специфика.
специфика, да, по работе. Ну, если в соответствии своей специальной выбрать просто специальности, выбрать предприятие и заранее начать до переезда там резюме там Мгм. сделать, и там на сербский его перевести, и начинать разбрасывать уже. Все равно хотя бы там, хоть какая-то картинка сложится, чтобы Мгм. оценить То свои есть из России, да, вот так вот возможности, да. можно? Мгм. Да, кстати, неплохой вариант заранее из России уже попробовать разместить свое резюме. Может быть, даже Ну, надо кто-то уже разбрасывать по предприятиям, да. да. Потом как бы дело случая. Сейчас уже и наши тоже стали, соотечественники какие-то бизнесы открывать, какие-то работы, стали предлагать какую-то работу. Вот, так что, в принципе, такую работу, вот, неквалифицированную руками, найти можно. Найти можно даже достаточно неплохо то, что если вы там в стройке понимаете, разбираетесь. То есть строителями тоже сейчас Мгм. щас вот в моменте в Сербии прям какой-то вот бум строительный идет, как бы тоже можно найти. Мгм. Вот, ну, а все остальное как бы специфика. То есть, и опять же, очень много зависит, на каком основании вы получаете ВНЖ. Если вы ВНЖ планируете получать по работе, то, это тоже определенные сложности, потому что, в этом случае, да, тогда работодателю нужно будет, согласовывать ваше трудоустройство со службой занятости. Это там целая процедура. Вот, и если там, например, как у вас Мгм. по недвижимости, по браку, еще какие-то основания есть, где уже сразу дается ВНЖ с разрешением на любую работу, тогда процесс очень сильно, облегчается. Вот. Вот, дальше, если вы здесь достаточно легко открыть, свое дело. То есть можно достаточно, ну, относительно несложно, если сравнивать там с Европой, с Германией. Можно открыть как и фирму, так и оформить себя как индивидуальный предприниматель. Есть свои процедуры, они достаточно относительно очень легкие. Вот. Но надо сразу понимать, как только вы открываете либо одно, либо другое, у вас сразу возникает, обязанность платить налоги. То есть и это вот прямо где-то минимум евро 300 в месяц. То есть если Мгм. вы это делаете, вот, то, значит, вы должны как бы на это рассчитывать. У вас должна быть там подушка, которая это все закроет. Плюс там, если эта деятельность какая-то связана с каким-то помещением, это сразу помещение. Если это там, аренда помещения там или покупка, если это деятельность там связана с какой-то лицензируемой деятельностью, это плюс еще всякие разрешения, там согласования с инстанциями и все прочее. Так что вот как бы нужно рассчитывать, но, ам, как бы достаточно сложно будет, все случаи объединить в один. Нужно понимать, что каждый случай, он и индивидуален, и каждый случай нужно как бы под себя это все дело немножко узнавать и уже конкретно собирать информацию и подготавливаться конкретно по своему случаю. Как так вот. Мгм. То есть ИП, если ты открываешь там свою какую-то компанию, то, есть нет дохода, ты все равно 300 примерно Да, евро ты оплачиваешь в месяц. платишь. Есть как бы варианты по заморозке этого ИП, но я не очень сторонник таких, как бы действий, потому что, если тут такая немножко скользкая ситуация, да, многие там скажут: "Да, фигня, я там делал, у меня брат, сват делал, там друг" и все прочее, да. Но, в принципе, вам, что такое ВНЖ, да? Это государство ты для государства предоставляешь какую-то причину для своего нахождения, временного проживания в стране. Если ты ни Мгм. хрена не работаешь, простите, Да да, ничего. если ты не работаешь, то какое ВНЖ? Поэтому если вы, например, там, ну, тоже там многие задают вопрос: "Я хочу купить недвижимость, получить там ВНЖ по недвижимости и уехать", да. Ну, ты же не живешь в Сербии. То есть, ну да, недвижимость есть, пожалуйста, владей. Но ты же не живешь в этой недвижимости. У Да, тебя вот, также кстати, мне прям как раз вопрос вот задавали, да. теряется основание для проживания. То есть Мгм. иметь, жилье и жить в своем жилье — это основание. А если просто иметь жилье и в нем не жить — это не основание. Да, вот как раз мы на один вопрос, можно сказать, Да. ответили, потому что написали так: если приобрести недвижимость, оформить ВНЖ и уехать, например,
Ну, правда, здесь имеется в виду, типа, не в Россию вернуться, а еще куда-то в какую-то страну уехать, в какую-то длительную командировку там. Отберут ли ВНЖ? То есть что будет тогда? Смотрите, я в законе нигде не нашел, но неформально говорят, что по истечении полугода, если вы отсутствуете в стране больше полугода, то ВНЖ как бы аннулируется. Вот это все говорят, я в законе не нашел, но, по-моему, это так. И здесь надо еще раз понимать того, что у них есть свои внутренние документы, правильники. И не все можно прочитать в законах. Мгм. И там ходить, отстаивать своих интерес, там рассказывать, да никому вы не нужны, им проще там развернуть и сказать: "Слушай, ты иди там права качай на Мгм. свою историческую родину". Перед фактом поставить. Да, и все. То есть, Мгм. Вот спрашивают, ну, как всегда, вопросы задают похожие в основном каждый раз. Это по ценам, например, в нише. Вот ищут, хотят найти домик какой-то недалеко от города, недалеко от города Ниш. Примерно сколько он будет стоить. Ну, понятно, что вопрос очень такой расплывчатый. вопрос очень такой расплывчатый, да. Надо просто зайти на местные сайты и посмотреть. Но, планку смотрите по дорогим вариантам, потому что у нас тут даже в нашей группе, в нашем чатике была дискуссия, да. Вот я там работаю параллельно с несколькими клиентами, помогаю им жилье найти. Вы в этом всем и работаете, да? То Я есть в разгребаете этом все это. всё в этом и работаю, вот. И то, что, еще цены, которые щас, сложно выставить, объективную цену, нужно опираться на новостройки. Мгм. Готовое жилье в Сербии, если это нужно опираться на новостройку. Все говорят: "Вот, а там вот это жилье новое, а это жилье старое". Да, оно жилье старое, но оно готово и стоит. Оно Мгм. готово и стоит, оформлено со всеми документами. Новое жилье, оно еще в стройке, да, когда строится. Тут, как бы тоже есть вопросы. Может случиться так, что оно там не достроится или потом не получит до конца всех разрешительных документов. Такое тоже бывает. Вот вы тоже через Ну это да, прошли частично. И, в ну принципе, чё вы. подрядчик хороший, и все, да. А вот там и бабушка со своей землей, она уже всех достала. Вот, но все равно как бы идет, например, новостройка, вернее, уже вторичка, да, она от новостройки может, стоить и дороже, и дешевле. То есть все равно я бы опирался, когда вот если вы хотите для себя оценить свои возможности, я бы опирался на новостройку. Это вот мое мнение за годы работы сложилось. Ага. А вот, кстати, по поводу новостройки спрашивают, какие еще дополнительные затраты, вот налоги, какие-то, ну вообще, что еще вот помимо стоимости жилья, что может быть, это если новостройка? Ну, если дом по каким-то причинам не достроится, то есть его придется как-то достраивать. Это могут быть вылиться в дополнительные расходы. Но, слава богу, сейчас каких-то таких диких случаев нету, но все же там встречается. Вот у нас там стоит дом в центре города на Мелентьево, да, Мгм. хороший дом, красивый, в центре. Продали его задорого, да, и уже больше года, да, вместо лифта там дырка за картонкой заделана, да, остается шахта пустая без лифта. Там лифт, поставить там, ну, утрирую. В свое время кто-то мне говорил, там порядка 20 000 евро, да, он будет стоить. Ну, то есть, уже там застройщиком можно там судиться до посинения, еще что-то там, а с коляской каждый раз ходить, да. Мгм. Опять же, ну, как лифт построить? Там сброситься всем, кого-то нанять, да, опять расходы. Вот, а так, надо смотреть, там есть свои тонкости. При новостройке если это какая-то реконструкция из старых домов, то там может быть налог на перенос абсолютных прав. Если нет, то нет. Всё то же самое, как при покупке, расходы там Мгм. стандартные. Ну, то есть в Порядка 500 новостройке, плюс-минус евро, получается, да. сумма, то есть вот сколько она стоит, столько больше затрат нет. А Да. если это вторичка? Если это вторичка, но расходы на сделку у нотариуса, да, свидетель, судебный переводчик и плюс, налог на перенос абсолютных прав собственности 2,5%. Мгм. 2,5%. Вот, кстати, мне тоже задавали подписчики такой вопрос. Вот, 2,5% от, квартиры, да, самой. Если, например, несколько человек будет собственников, то каждый платит два с половиной Ну, процента. смотрите, там обычно как бы они могут налог поделить, а могут, все вместе написать. То есть от перемены мест слагаемых сумма не поменяется. То есть все таки от стоимости два с Сумма половиной может процента. поменяться, если там кто-то что-то нахимичил, там, например, занизил цену. Есть такая история. Любят здесь часто занижать цену. Если у налоговых есть свои Мгм. таблички. Если им не понравилась цена в договоре, она может применить
свою сумму из таблички, и она будет примерно похожа на рыночную. Мгм. То есть, еще раз, 2,5% берется от стоимости Стоимость квартиры. квартиры, Да, да. да. То есть, Недвижимость, да, от стоимости недвижимости и вне зависимости от того, сколько человек будет там собственников. да. Понятно. А то мне там написали, что если, например, там 3 человека, 4, то есть получается 7,5% или там Не-не-не, то есть не так работает. не так. Мгм. Хорошо. Так, ладно. Вот еще пока Галина смотрит дальше вопросы, тут и Галинины подписчики, и еще люди попадались, просто хочу сказать. Еще раз, хочу сказать, всем от и до, кто бы вам что бы ни говорил. Есть закон. По закону Сербии оплачивать, недвижимость, на руки исключительно не больше 10 000 евро. Все остальное, что платится на руки, это вне закона. Плюс, значит, все, сделки, касаемые недвижимостью, являются легитимными исключительно заверенные у нотариуса. Если договор не заверен у нотариуса, не знаю, там у адвоката, еще у кого-то там, не знаю, вот, это, нелегитимная сделка. Это считайте, вы просто выкинули деньги. То есть есть разница Да, между адвокатом и да, нотариусом? еще Вот я, еще кстати, не знала об этом. еще что нет, адвокат, есть, попадаются. Я думал, это уже дикость старая какая-то. Мгм. Тут вот не очень давно у меня 2 случая были, люди там показывали, что у адвоката заверяли. Но это, вообще ни в какие рамки не лезет. Вот. И где-то год назад я еще помогал людям в Старой Пазовой покупать, квартиру. Там тоже вот, да, такая риэлторша была такая матерая: "Да я тут все знаю, да у нас так Мгм. можно, да тут нотариус, да тут свой, да тут это". Ну вот. Мы сейчас и расписки напишем, и признание, и все. Ни в коем случае, если вы не хотите потерять деньги, все только через нотариуса. И за чистоту сделки отвечает нотариус. Больше никто не отвечает. Ни риэлтор, ни друг, ни подруга, ни адвокат, никто. Мгм. Нотариус. То есть все сделки только через нотариуса. Обязательно. Ну, то, что безнал, это должно быть обязательно. И Обязательно это до я в 10 курсе до была. до 10 До тысяч 10 тысяч. Ну, до тысяч 10 евро тысяч, можно. наверное, это особо-то и нет такой Раньше, недвижимости. ну, ранее не, ну как, например, там, может, залог там, да, какой-то залог отдать или по Мгм. предуговору отдать. Раньше была история, что между физическими лицами, это где-то, наверное, закончилось, сейчас точно не помню, где-то полгода с год, между физическими лицами допускались расчеты в наличке, да, многие этим пользовались, но и тогда это, я был противник этих схем, потому что все равно у них есть закон, называется, о пране новца, да, в отмывании денег. И, там все равно, даже если там у тебя и деньги законные, все равно лишнее посещение там налоговой полиции, давать разъяснения, письменные обязательства. Вы в чужой стране, у вас ни языка нету, да, вы не знаете, как эти бумажки правильно составить. Посчитаете переводчик, посчитаете юрист, это сразу вам одно общение выльется там в 400-500 евро. Оно вам надо? Не надо. Но это Мгм. было раньше. Сейчас вообще, то есть это вне закона. Какие разборки и последствия от этого, я не знаю, не Ну, лучше и сталкивался, не да, и узнавать. лучше не узнавать, да. Понятно. Вот так. Вот такой вопрос, такой, мне кажется, сложный, но вы сейчас, наверное, сразу все поймете. В общем, хотела задать вопрос, специалисту, то бишь вам. Значит, понравился заброшенный дом. Через кадастр выяснил, что он принадлежит фирме. Участок состоит из нескольких частей. Ну и дальше расписывается. Земля столько-то, под другим объектом земля столько-то, земля рядом со зданием столько-то, сельскохозяйственная первого класса. Я правильно понимаю, это что такое? Нива первого класса, ага. Ага. Может ли иностранец все это купить? Какие проблемы могут возникнуть с оформлением, да, по-моему? Ну вот, смотрите, как физическое лицо купить нельзя, потому что иностранцы не имеют права, покупать землю сельхозназначения. Но тут еще не совсем понятно написано, потому что, оно может быть Нива прям 1 класса, да, это не факт. Но она там может быть в каком-нибудь там Градивинском подручче там или еще что-то. В этом случае можно.
Вот, а так вообще пустую землю и сельскохозяйственную землю иностранцы купить не могут. Есть какие-то послабления, как физические лица, есть послабления какие-то для европейцев, но там тоже целая заморочка с какими-то там, в целях там ведения хозяйства или еще чего-то. Вот. Можно купить как ИПшник, или как ДО, но опять же сразу у вас возникают как бы налоги. Мгм. То есть, в принципе, если человек к вам напрямую обратится, вы Да, можете, да, пожалуйста. уже с ним пообщаться. Надо посмотреть внимательно, что это написано. Тем более то, что вот там, написано, да, вот, здесь вопрос. Если у номера есть, у участка, вернее, есть один номер, у него внутри может быть, разблюдовка там своя быть, да, там это тогда, это стандартная история. Там земля под, сградом, под зданием, земля там под вочником М, и еще там под чем-то. Вот. Главное, чтобы она, была, назначение у нее было городское. мгм. Городская, строительная, Градско-Городчевинская. Либо там, в Подруче в каком-нибудь Городчевинском или еще что-то. Ну, в Надо общем, смотреть индивидуально. Здесь как бы мы не можем там широкую такую историю взять там и все причесать в одну гребенку. ну да, то есть Там еще если там еще если нужно смотреть, актуально. да, там еще много всяких тонкостей, да. Там могут быть в кадастре написаны чистые документы, а реально на земле как бы стоять, немножечко отличается от того, что написано в кадастре. И тоже надо моменты все смотреть и учитывать. Сейчас даже вот были случаи, когда, здесь, в принципе, на сделке при покупке недвижимости не выезжает никто на место, никто не смотрит, что там и как там. Вот, реально, но уже вот знаю там частные порядки. Есть случаи, когда там Оптина проверяет, и если выявляется несоответствие, да, то там могут быть различного рода предписания на устранение, на приведение в соответствие и все прочее. То есть, грубо говоря, просто так себе там, купить там приключения на одно место не советую. Я как бы очень, если у меня есть случаи и продажи и таких участков сопровождения, но я 100-580 раз, человеку объясняю, в какую там он, яму в какую историю входит. Мгм. И, то есть человек уже, входит туда осознанно, да, не так, что: "Ой, извините, а мне там это не сказали, что теперь делать? Помогите, спасите, меня там обманули", и все прочее. Мгм. Ну, то есть если вам актуально, вот, пожалуйста, напишите, я вам скину Да, контакт, да, и пообщайтесь с Алексеем напрямую, потому что так вот сразу, не знав ничего, как бы не ответить. Опять же вопрос про новостройки. М, интересная тема. Алгоритм покупки. Какие надежные застройщики, ну, цены, ну, как всегда, удачные локации, варианты планировок, отопления вообще. Ну, какое отопление существует? Ну, вообще на моем канале тоже даже есть, видео, где Да, я уже 100 рассказывала. раз обсуждали. Значит, здесь, жестких правил, опять же, как бы нету. В том плане, то, что здесь нету там 114 федерального закона, мы как-то это уже обсуждали. Мгм, И, здесь на 100%, да, не защищен, покупатель, да. Естественно, что вот здесь уже, слава богу, таких, жестких как бы там, жестких невыполнений условий, слава богу, вроде бы там очень редко попадается, но все же. Вот, основное — это очень сильно затягивают сроки, и как бы основное, да. И там, проблемы с получением, акта ввода в эксплуатацию. Но есть умудряются товарищи, которые там еще даже без разрешений, там, хотя бы есть, при новостройке нужно хотя бы там перечень элементарных, там документов проверить. То есть это в первую очередь это земля на основании, но это даже уже так. Главное — это разрешение на строительство. То есть нужно посмотреть, что написано в разрешении на строительство. А дальше это как бы, ну, в основном дальше репутация. Но это опять же такая история. 100% нигде ничего не гарантировано. То есть риски, там есть. Есть большие серьезные фирмы, да, которые там, у которых есть деньги. А есть застройщики, он там тоже там построил там в свое время там 2-3 дома, а сейчас все, он там дом начинает строить. Я сейчас строю дом, раз квартиру продал, построил, простроил, раз там больше пока никто не покупает. И, значит, сидит, ждет, пока кто-то еще придет, денег принесет.
В этот момент там, да, все сидят, тоже ждут. Мгм. Вот. Пришел кто-то, еще денег за квартиру забросил там, да, раз, опять что то там закипела стройка, какие-то люди появились, что-то построили, а потом опять так спустилось. Вот, но бывают случаи, что может где-то как-то нечаянно не достроиться. Мгм. А Ну, вот слава богу, по Нишу много немного. таких домов? Ну, есть, есть. Больше, чем Есть, где-либо из мест? посмотрите, вот, где от Пантелейский центр, от Мгм. церкви, когда идете в сторону области, дальше туда, там такие Справа? да, такие красивенькие домики, там один достроен, Мгм. как-то что то не достроился. Там то ли он проигрался, то ли еще что-то. Короче, ну, бывают случаи. Да, в общем, Бывают еще такое случаи, да. бывает. Здесь, как бы, здесь в основном местные покупают, у них все как бы, все свои, все друг друга знают, знают, куда идти, куда не идти. Вот, кто до конца делает, кто не до конца делает, вот. Естественно, даже я тогда вот говорю, что наше даже агентство, с которым вот, Бульвар, да, они тоже не со всеми инвеститорами, Мгм. работают, потому что, говорит, я спрашивал, ну, говорю, когда еще в самом начале, говорю: "Вот почему так?" Говорит: "Алексей, ты что, говорит, хочешь, чтобы у нас здесь, говорит, этих очередь выстроилась, там, Мгм. обиженных, обманутых?" Говорит: "Нет, нам не надо". А как они могут заранее знать, с кем можно? То есть Ну уже ну, какая-то репутация, да, здесь просто существует? здесь просто как вот как с вами, да, вот Иван, да, сказать, что вот он раньше всегда строил, за ним не было. Мгм, мгм. Не было, Ну, и то есть человек уже вроде, какая-то да, репутация, да, то да, есть вот. за отвечает. А этот там, деньги получил, купил М, себе "Порш", да, там поездил на нем 2 недели по городу, там, мгм, разбил и что то сделал, и попал в неприятную ситуацию, а устроить дальше не на что. мгм. Понятно. Вот, Здесь вот таких страховок, как у нас там этих фондов страховых, все здесь этого ничего нет. мгм. То есть Вот риски есть по всегда. документам разрешение на строительство, оно фиксируется где-то вот, где его человек должен посмотреть вообще? Застройщика? Застройщика, то есть Да, перед тем, как вообще, конечно. решить, покупает он или нет, он должен эти документы Да. посмотреть. А еще какой-то есть документ или только Ну, разрешение на поэтап? там есть еще ряд вытекающих и подтягивающих документов, но, в принципе, как бы, если есть разрешение на строительство, это значит, что организация, которая его выдала, она вроде бы как там проверила. Ну, в теории там могут быть что-то кому-то как-то подрос биолансом или еще что-то, но Ага. так вот, в принципе, если разрешение на строительство как бы есть, то Ну, это по-моему, у оно даже. это уже, да, уже можно дальше разговаривать. Мгм. Оно, мне кажется, даже договор, да, вписывается? Мне кажется, у нас что-то Да, было такое. да, То ли да. на землю, то ли на Обязательно у разрешение. вас было разрешение на строительство, оно вписывалось, в договор, то, что, Мгм. нотариус нельзя верить, если нету этого разрешения. Мгм. И то, и при всем при этом тоже вспомните, еще сколько было там было судились вот по этой земле, там вот эта бабка судилась. А. В общем, все сложно. Ну, скажем так, непросто. Так. Будьте внимательны, будьте бдительны, побольше включайте как бы, логическое мышление, да, и лучше переспросить. 7 раз спроси, а 1 раз сделай правильно. Так что удачи, обращайтесь, пока мы здесь, поможем, чем можем. Да, в общем, кому интересно, пишите мне на канале, я Да. кину вам контакт Алексея, пообщаетесь. Что интересно, вот уже, да, там уже этот канал собирался свой 150 раз вести, и руки не доходят вообще. Хорошо, вот Галина дает возможность, да, там Это общаться не с людьми. просто, Алексей, могу точно Я уже сказать. понял, я уже понял. У меня закончилось ведение канала закончилось покупкой микрофона. Все. Просто здесь, что очень много людей обращается, и в основном с одними и теми же вопросами. Одними и теми же вопросами. Да. Вот, ладно. В общем, всем удачи, Всем удачи, планируйте, да, планируйте. пишите, кому Если интересно. хотите, приезжайте к нам, да. С чем Ну, можем, тем поможем. не все так радостно, как может показаться по ту сторону экрана. Проблемы есть. Всем пока. Да, до свидания.